人类族群，竟又诞生了这样一个怪物。Каким будет последнее тело Лофена? У него уже есть 2 клона. Каким будет третий и последний клон? Насколько сильное генетически тело выбрал Лофен и в чем его особенность? Интересно, что Лофен сначала выбрал одну форму жизни, но потом поменял свое решение. Так как Золоторогий Гигант уже очень скоро достигнет уровня Бессмертного, крайне важно до этого времени создать последнего клона, иначе будет слишком поздно. Будучи одной из 12 высших родословных космических зверей, Золоторогий Гигант получил 18 особых секретных техник, но это не главное. Больше впечатляет его 3 таланта – усиление, клонирование и поглощение. Как мы знаем, техника таланта Золотого Гиганта позволяет создать максимум 3 клона. Клонирование – одна из 3 техник талантов, с которыми рождаются все золоторогие звери, наряду с поглощением и усилением. Из-за относительно небольшого числа представителей расы Золотых Гигантов, изначальная Вселенная предоставила этот талант, спасающий жизнь. Клонирование позволяет Золоторогу создавать до 3 своих клонов. На планетарном уровне можно создать своего первого клона, на уровне Вселенной можно создать своего второго клона, на уровне Мастера Мира можно создать своего 3-го и последнего клона, что даст в общей сложности с телом самого Гиганта 4 тела. Как только Золоторогий зверь прорывается к уровню Бессмертного, он больше не может создавать клонов, поскольку его внутренний мир превращается в страну богов. Поскольку они могут создать только 3 клона за свою жизнь, решение о том, какую расу или родословную выбрать для клонирования, невероятно важно. Когда Лофен пробился на уровень Бессмертного, у него уже было 4 тела. Давайте рассмотрим эту интересную информацию подробнее, а вначале поставьте лайк и подпишитесь для поддержки этого видео. Каждый из клонов – это индивидуальное существо, способное к самообучению. В результате, первый созданный клон можно считать самым важным, поскольку он увеличивает возможности совершенствования золоторогого зверя, помогая создать более прочную основу. Обычно золоторогий зверь выбирает очень хорошую расу или родословную для своего первого клона. Эта часть объясняется тем, что условия создания клона были очень простыми. Достаточно было пряди волос или капли крови с генетическим материалом. Лофен, с другой стороны, решил создать своего первого клона в теле землянина, используя свой труп. Итак, 3-й клон Лофена зовется Удаленный океан, или правильнее, Далекий океан. Это очень необычный и крайне редкий представитель. Его раса называется раса 9 удаленных или отдаленных, состоит из 109 членов. Первый – ее основатель, создатель и лидер, повелитель 9 удаленных, а также 108 принцев, созданных им с помощью техники творения. Слово «удаленный» или «отдаленный» здесь связано с китайским термином, который в разных источниках передается как «тьма», «преисподня» или «удаленные миры». Эта раса во многом отличается от других. Они являются особой формой жизни из плоти и крови. Общее их число всего 109, тогда как коренная раса мира 9 удаленных насчитывает по меньшей мере миллионы. Отличаются они и внешне. Представитель расы 9 удаленных светлокожие с узорами на лицах. Повелитель 9 удаленных хранит свое изначальное тело в пространстве 9 удаленных. Точнее говоря, его божественное тело, 9 удаленных океанов, по сути и является этим пространством. С помощью своей техники творения он создает аватары, через которые действует в остальной части изначальной вселенной. Все они имеют свои океанные тела. Так как лидер города первичного хаоса знал о 3 сыновьях повелителя 9 удаленных, можно заключить, что все 3 вселенских почтенных действительно покидали мир 9 удаленных. Среди 108 принцев один является мастером вселенной, 2 вселенскими почтенными, 49 бессмертными, а 56 хозяинами мира. Каждый управляет собственной территорией в мире 9 удаленных и является ее единственным властителем. Почему Лофен выбрал тело именно этой расы? Что касается тела, такого как 9 удаленных океанов,
Ло Фэн выбрал его из-за бескрайнего океана божественной силы. Третий клон может практиковать руководство в 9 томах, что означает, что у него есть неограниченный потенциал. Возможно, он когда-нибудь сможет стать ровней мастеру 9 удаленных пространств. Ло Фэн решил назвать свое третье тело телом удаленного океана. Способности расы 9 удаленных. Первая – превращение в океан. Эта способность позволяет превращать тело в океан. Размер океана может увеличиваться за счет поглощения энергии истока Вселенной через кристаллы Вселенной, поглощения божественной силы или повышение уровня генов жизни. Пользователь может управлять временем и пространством внутри океана в определенных пределах, причем степень контроля растет вместе с его силой. Именно поэтому ни один мастер Вселенной не решался сражаться с повелителем 9 удаленных. Собственно, вот поэтому третий клон Ло Фэна зовется Удаленный океан. Это тело не имеет привычной формы, оно существует как огромный океан, который может расти в размерах за счет поглощения энергии Вселенной через кристаллы или божественную силу. Ло Фэн управляет этим океаном как своим телом, и оно становится его могущественным оружием. Название 9 удаленных основано на китайской концепции. По сути, существует 9 слоев небес над землей и 9 слоев ада под ней. В зависимости от кармы, накопленной при жизни, человек либо поднимается на соответствующий уровень, либо падает в ад. 9 отдаленностей соответствуют низшему уровню, точке в этой идеологии. Технически говоря, тело Ло Фэна, Удаленный океан, принадлежит к расе 9 отдаленных, поскольку было создано с помощью техники клонирования золоторогого зверя с использованием крови Кровавого моря. Однако, поскольку оно не было создано мастером или главой 9 отдаленных, оно не предано ему. Удаленный океан – четвертое и последнее тело или клон Ло Фэна. Будучи телом Удаленного океана, Ло Фэн мог удерживать Удаленный океан либо в форме тела, либо в форме океана. Поскольку у него уже было несколько тел, Ло Фэн решил навсегда удерживать Удаленный океан в форме океана для бесконечной энергии. Но интересно то, что изначально выбор Ло Фэна был иным. Он вначале хотел, чтобы его третий клон был мировым древом, но когда он получил ветку мирового дерева мастера и попытался взрастить ее во внутреннем мире Золотого гиганта, он не смог этого сделать из-за большой разницы в гене жизни между веткой и космическим зверем. Во время охоты за веткой мирового дерева в секретном регионе в 9 отдаленных пространств на него напал король зеркальной коры во время их боя. Ло Фэн прыгнул в водоворот 9 отдаленностей, в результате чего он отправился на Землю, где жили мастер 9 отдаленных и его раса. Когда Ло Фэн узнал, что он не может взрастить тело мирового дерева, он решил сделать тело 9 отдаленных своим третьим телом, обсудив это со своим учителем, лидером города первичного хаоса. Он переместился в место, где находились океаны отдаленности, затем взял кусок кровавой воды из Королевского моря Мастера Мира. Когда Ло Фэн собирался уходить, его поймал мастер 9 отдаленных. Тот отпустил Ло Фэна после того, как он согласился перейти в подсекту мастера 9 отдаленных в секте бога предка. После того, как Ло Фэн согласился на предложение, он был телепортирован мастером 9 отдаленных за пределы пространства 9 отдаленных. А оттуда он переместился в первичное тайное царство через телепортацию. После этого Ло Фэн начал процесс клонирования из сгустка кровавой воды. Ему потребовалось 600 лет, чтобы его третье тело было полностью взращено с геном жизни 300. Внутренний мир задрожал после последнего применения техники двойника. На этот раз безграничные мировые энергии устремились к сгустку кровавой морской воды в центре мира. Вода мгновенно испарилась, и только базовая жизненная материя была окутана мировыми энергиями. Высоко в небе появился золотой шар. Он уже начал порождать третье тело. Какими способностями овладел Ло Фэн и какого уровня достигло это тело? Можно рассмотреть продолжение, если вам интересно. По вашей активности, лайкам и комментариям я пойму, что стоит делать еще видео об аниме «Пожиратель звезд». Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!